Здравствуйте. Даете ли вы согласие на запись этого интервью и его публикацию? Да. Представьтесь, как вас зовут? Эдуард, Легкобыт Эдуард Александрович. Год рождения, число? 29.06.97. Где родились? Ростовская область, город Сальск. Фактическое проживание? Московская область, поселок Голицыно. С кем проживали ваша семья? Я и невеста. Вы с невестой проживали, да? Да. Угу. Братья есть? Сестры? Маленькая сестра. Маленькая сестра. Где вы учились? В город Сальск. Сначала в 9 лицее, затем в Ростове-на-Дону, 29-я школа, затем вернулся обратно в Сальск, во вторую гимназию. Угу. Мы дозвонились матери. Алло. Алло. Ма, А, привет. Юля, привет, сынок. Чего там? Как ты там, как дела? Да все у меня хорошо, вы там что, как у вас дела? Алло. Слышишь? Да не, ага. Слышишь меня? Слышу, теряется что-то. Ага. Че у вас там, как дела? Ой, да ничего, ну тебя все ждем. Да? Где ты там, куда ты там? Все, Ма, не плачь, все хорошо, все нормально, со мной все хорошо, не переживай. Не, я не плачу. Сыт и Я здоров. Не плачь, нет. Бабушка, что там? Не это. Да ничего, тоже ничего. Вчера приезжал к нам Кто? как его? Ты что, можешь поговорить, да? Ну, есть время, время ограничено немножко. Что там, когда? Ну, Дома? как наши отступят, я не знаю, как это уже назвать, когда наши отойдут уже, тогда... Короче, Ма, все будет нормально, не переживай, все будет хорошо. Хорошо, да? Да. Все, это мне обижают, все хорошо. Мгм. Да, не просто трогай. Ма, смотри, тут сейчас будут по пару вопросов, таких политических, тебе надо будет на них ответить, хорошо? Ой, ко мне что ли? Да, это я их буду тебе сейчас задавать. Все нормально, не нервничай, все хорошо. Это стандартные вопросы. Смотри, Ма, что ты сделала, чтобы вернуть меня домой? Ну, звонила там кому, вот это вот. Конечно, в военкомат звонили, и в часть звонили. Вот. Попутно, вопрос. Что тебе сказали в части по поводу меня? Ничего, ожидайте. Смотри, Ма, ну там... Работа идет и все, ничего. Я понял. Ничего, честно, ничего. Все, смотри, в каком статусе... ну это уже сказали тогда. В каком статусе я числюсь в своей воинской части? Ну тебе ничего, да, не сказали, то, что работа идет, правильно? Да ничего. Нет, ничего не Что от говорят. себя скажу, что если ты не в Сидите, списке пленных, все. Вот, Ма, смотри, короче, я там в списке пленных, я не числюсь, правильно я так понял? Числишься, мы же там не знаем особо, мы числишься. Ну, везде вон по телевизору. Нет, Ма, в часть ты когда звонила в мою, тебе сказали то, что я пленный? Да, Сказали? ну, тут хорошо. да. Ну то все, я понял. Ну смотри, Ма, постарайся сделать так, чтобы они тебе дали это в письменном виде, то есть или письмо какое-нибудь, чтобы они... Ну это с Ксюхой состыкуйся, чтобы она там уже сделала это дело через Ваню, она поймет. Ну, а что надо сказать? Ну я ей позже наберу, короче, и она с тебе перезвонит. Следующий вопрос, Ма. Армия России вторгалась на территорию Украины, в Украину? Армия России вторгалась на территорию В Украину, да. Мы ж не знаем, вы сказали, вы научили, больше мы ничего не знаем. Вот и все. Кто виноват в происходящем в Украине? Не знаем. Раз вы вторглись, значит, как получилось, что вы... Сейчас. Там, не знаю, 90% россиян отвечают, что, тут всё что хорошо. в Украине происходит, да? Российская армия вторглась в Украину. Я ничего об этом не знаю, я политикой не интересуюсь. Как вы считаете, это адекватное восприятие? Ну вот, услышали, мои родители как сказали, вы же слышали? Родители, да. Ну, кто понимает, тот понимает. А так, большинство, как вам сказать, то, что вот и показывают по этому вот телевизору нашему, все так и видят. А то, что по факту происходит, или не хотят видеть, или я не знаю, как это просто объяснить. Просто если бы они увидели то, что тут реально происходит, это было бы немножко не похерели. Так. Я понял. Мы остановились на том, где вы учились. Можете назвать там своих классных руководителей, сокурсников, одноклассников? Да. Пожалуйста.
В 9 школе классный руководитель был Донскова Галина Викторовна. В Ростове, честно, не помню. Во второй гимназии классный руководитель был Блинкова Ольга Васильевна. А из одноклассников, Лагутин Дмитрий, там, Дудник Алексей, Рафик Нацаканов, Дима Усков. Можно перечислять много. Да, хорошо. Нет, это мы делаем, потому что не верят, что вы из России. Как вы докажете, что вы из России? Россияне не верят, что вы из России. Собственно, сколько здесь еще надо доказать? Я не знаю, училище Рязанское закончил, находится на улице Маргелова, 12. Там находится у нас две территории. Две территории в Рязани. Одно из них раньше принадлежало автомобильному училищу, Дубынину. Чего вам еще сказать? Город Сальск находится в 180 километрах от Ростова-на-Дону. Я думаю, достаточно. Да нет, любой военнослужащий ВСУ мог выучить эти все данные. Там есть брошенный аэродром в Сальске. Заброшенный, да. Брошенный аэродром. Дачи. Маршрутки вам перечислить, я не знаю. Неубедительно. Но на самом деле некоторые россияне занимаются тем, что они берут вот эти все данные, которые он говорит, анализируют, находят людей в соцсетях и говорят, да, реально, вот это здесь, вот эти люди реально существуют и так далее. Это вот, да, так. Да, если, я не знаю, военкомат, понятно, есть. Как им еще так, я не знаю, как доказать. Спорткомплекс там есть, называется Сальский спорткомплекс, оздоровительный комплекс. Окей. Передадите что-то россиянам, которые уже в Украине или которых сейчас сюда отправляют воевать? Честно, я уже передавал это много раз по поводу военнослужащих. То, что говорят, то, что там на границе кто отходит назад, расстреливают. Но если это так, я правда не знаю, правда это или нет, но те, кто еще на пути сюда, разворачивайтесь и уходите, потому что тут люди жили и прожили бы еще больше, чем мы, наверное, в мире и спокойствии. Это мы пришли и начали делать херню. А те, кто уже здесь, и нам люди показывают, что тут происходит, вандализм, там еще прочее, лично к вам у меня, вы мрази, только так я могу вам сказать честно. Нет, надо сказать, что единичные случаи вандализма и всего прочего, они, конечно же, имели место быть, но это для россиян, надо сказать. Но вы понимаете, что на российском телевидении, в любых странах это все происходит на самом деле, но вы понимаете, что на российском телевидении это все возвели в культ, вытянули и вывели, как будто бы у нас только это и происходит, больше ничего. А что по факту, что вы увидели по факту? Здесь, да. То, что нам говорили, то, что тут нацисты, тут ничего такого нету, нацистов тут нету, бандеровцы тут нету никого, натовскую армию тоже никого не увидел, каких-то инструкторов американских я тоже тут ничего не увидел. Хорошо, окей. Вы лично вообще чувствуете на себя какую-то вину, какое-то сожаление, какое-то раскаяние за то, что вы сделали? Или... Я скажу так, что слава Богу, я ничего натворить не успел, слава Богу. А лично от себя извиниться перед народом Украины, да, я считаю это обязанным, поэтому я искренне от сердца извиняюсь, что мы приехали сюда, нарушили так здесь все это бомбежки, всякие выстрелы. То, что, за это я искренне, прямо чисто извиняюсь. Но, слава Богу, я ничего не успел натворить. Бог сберег, правда, пуля прилетела в голову мне. Да, кстати, хотел спросить, что с глазом и что под глазом, под правым. Ехали в колонне, попали под обстрел, и мне прилетело под глаз. Раздробило глазницу, нос. Вроде врачи Украины меня зашивали, лечили, а наши... Просто нас оставили и уехали дальше. Судьба, правда, их мне неизвестна, будем надеяться, что они хотя бы живы. А как насчет своих не бросали, слоган модный? Я уже убедился, как мы еще и не бросаем, потому что нас оставили, нас просто начали расстреливать, а все, кто были спереди, уехали вперед, а те, кто были сзади, развернулись и поехали назад. Вот этого я увидел. И я, грубо говоря, вслепую, потому что оба глаза меня не видели, я дошел до ближайшего дома, дополз. Там мне оказали... мужчина оказал мне помощь, чем смог. И дальше меня забрали в больницу. А где это было? Если, как я понял, в Черниговской области, как я понял. А какого числа?
26-27, вот их числа. Ну, а два дня вот вы заехали аж 24-го, получается, наверное. Ну, где-то так, да. 2 дня вот что вы просто ездили. Просто катать? катались, просто как дурачки катались по полям. Я не знаю, просто вот как, ну реально как дураки катались. И все. Без каких-либо команд, без ничего. Просто вот едем и едем, едем и едем. Ну, а что едем. командиры говорят? Вот вы катаетесь, что командиры говорят? Ничего, вообще абсолютно ничего. Что делаем? Едем. Что делаем? Едем. Ну, вы же прапорщик, правильно? Да. Прапорщик. А должность какая? Командир взвода обеспечения. Ну, командир взвода обеспечения. И вот, ну, ваш функционал в этой ситуации. Я был водителем. Я просто был водителем. Меня посадили за руль, я просто ездил. Так же, как все. Никаких команд нам ничего не доводили. Мы говорим, что едем? Ой, едем. Что, собирайтесь, сейчас будем выезжать. Куда? Ну, едем. Куда едем, никто ничего не знает. Никто никому ничего не доводит. А Ну, куда а едем? вы в это время не задавались вопросом? Да, конечно, задавались. Что мы делаем вообще? Подходили, спрашивали, они сами ничего не знают. У нас как есть младший офицерский состав и высший. Высшего, да. высшего с нами не было, у нас был только младший офицерский состав. И вот мы просто что делаем? Едем, куда едем? Да херу, да, куда-то едем. Куда едем, что едем? Едем и едем. И так на протяжении всей дороги, пока нас просто не расстреляли. Я даже не знаю, как правильно спросить. Вы ощущали себя в качестве мяса или там металлолома? Нас сюда и отправили в качестве мяса, как с этих баранов на убой. Я не знаю. Вот, наверное, так же сейчас ощущают себя те, кто здесь остались, потому что они не могут пойти ни вперед, потому что, ну, явная смерть, и назад не могут пойти, потому что или дезертир, или тоже расстрел, я не знаю. И вот они как бараны, ни назад, ни вперед, ни назад, ни вперед. А мы были просто мясо. Ну, это лично мое мнение, мясо. Спасибо.